Задача. Сложную поверхность пересекает фронтально проецирующая плоскость. Построить 3 проекции линии пересечения и определить натуральную величину сечения. Значит, обратите внимание на задание. Здесь наша поверхность сложная. Почему она называется сложная? Потому что она состоит из 2 типов поверхностей. Внизу имеется шестигранная призма, а сверху стоит конус. Построить сечение плоскостью шестигранной призмы проблемы не представляет. Достаточно иметь вот здесь одну точку, вторую точку, и дальше можем мы построить это сечение. А вот с конусом немножечко посложнее. Значит, здесь у нас граница сечения будет представлять собой кривую линию. И чтобы ее построить, то нужно построить что? Фронтально проецирующие плоскости, которые бы пересекали бы сам конус, и потом строить сечение. Поэтому мы задачу так и разделим на 2 этапа. Вначале обозначим те точки, которые получаются в результате сечения фронтально проецирующей плоскостью призмы. Точка первая вот здесь будет находиться, и вторая точка будет находиться здесь. Сразу обозначим эти точки. Обозначим. Это будет точка 1, проекция 2, и точка 2, проекция 2. Эти точки получатся где? Когда мы их спроецируем на горизонтальную плоскость. Вот здесь будет точка 1, проекция 1. И где-то здесь окажется у нас точка 2, проекция 1 с этой стороны. И такая же точка с противоположной. 2, 1. Ну, теперь давайте так подвинем, чтобы было красиво. Так, и построим вот эту плоскость сечения, которая получается в результате пересечения фронтально проецирующей плоскостью. Ну, во-первых, построим, проведем линию связи вертикально вниз. Ну, здесь эта линия связи, вот она будет. И обозначим получившиеся точки сечения. Это одна точка, и здесь две, обратите внимание, они находятся на границе призмы, да, на границе призмы. Вот эти точки мы и поставили. Само сечение, вот оно и будет, вот такой треугольник. Дальше на профильной проекции мы потом получим это сечение путем переноса проекции. Проведем линии связи здесь, проведем линии связи здесь и найдем эти точки, где они получаются. Так, теперь дальше нужно определить такие же точки, которые получатся в результате сечения на конусе. Ну, эти точки надо предварительно где-то взять. Ну, давайте так, возьмем вот здесь одну точку. Место, как видите, я выбрал произвольно, приблизительно посерединке вот этого отрезка. Дальше еще выберу точку здесь. Еще выберу точку в промежутке. И еще выберу точку вот здесь. Все. Ну, будет это, наверное, достаточно. Принцип такой. Чем больше точек, тем лучше, конечно. Да? Тем точнее получится наше сечение. Проведем секущие плоскости через эти точки. Проведем. Так. Дальше. Через эту точку тоже. Вот сюда. Так. И через верхнюю точку. Через верхнюю точку. Теперь давайте подумаем. Ну, значит, я эту продлю до оси. Теперь давайте подумаем, что будет, когда мы рассечем вот этой нижней плоскостью конус и посмотрим сверху. Мы будем видеть окружность. Да? Окружность. Какого радиуса? Вот такого. Это радиус 18 миллиметров.
Поэтому построим вот эту окружность радиусом 18 миллиметров и проведем линию связи. Проведем вот так и вот так под углом 90 градусов. Проведем. И теперь найдем вот эти точки, которые здесь есть. Потом их пронумеруем, да. Ну, это будет у нас третья точка, да. Вот она, третья точка, будет находиться здесь. Раз. И третья точка будет находиться 2. Теперь давайте еще подумаем об одной вещи. Вот мы, когда проводим плоскость, то эта плоскость пересекает основание конуса вот здесь, внизу. То точка 2 у нас вот она есть, но она же будет и на конусе. Поэтому вот здесь мы обозначим точку 2, принадлежащую конусу. Вот так. Дальше, следующая точка, это мы должны провести окружность. Вот когда рассекем следующей плоскостью, то эта окружность у нас будет радиусом вот таким, 14 миллиметров. Проведем эту окружность внизу, 14, проведем линию связи, значит, вниз от этой точки, и она вот она у нас есть, и точка получится вот здесь, в этом месте, здесь и здесь. Ну, для того, чтобы мы то здесь не запутались, ну, хотя, в принципе, здесь и немного, да, у нас результатов, потом удалим лишнее. Теперь опять еще проведем вот здесь плоскость, померяем, какая здесь у нас будет окружность, 12 миллиметров, проведем такую окружность радиусом 12 миллиметров и проведем линию связи от этой точки вниз, проведем ее вниз, провели, и обозначим получившиеся точки. Значит, здесь будет точка и будет точка вот здесь внизу, провели. И осталось нам последнее измерить. Измерим здесь радиус 10 миллиметров, проведем окружность радиусом 10 миллиметров, проведем линию связи, и у нас, видите, она будет как раз касаться окружности, значит, точка будет находиться вот здесь. Все точки мы построили. Теперь эти точки давайте мы подпишем. Ну и начнем вот отсюда. Да. Это будет точка 3, проекция 2. И сразу смотрим здесь, это точка 3, проекция 1. И вот эта точка будет 3, проекция 1. Ну, я подпишу еще вот эти, да. Это 2. Точка будет проекция 1, и это тоже 2, проекция 1. Дальше 3 есть. Вот следующая точка, вот это будет 4, проекция 2. Точка 4 вот здесь будет находиться. 4, проекция 1. И с противоположной стороны это будет 4, проекция 1. Дальше. Здесь обозначим 5, проекция 2. И обозначим здесь точки 5, проекция 1. И вот это будет 5, проекция 1. Ну и последняя точка у нас осталась. Это будет 6, проекция 2. И вот эта точка 6, проекция 1. Все точки мы обозначили. И дальше нам осталось сделать что? Просто построить само сечение. И давайте построим. Значит, сечение будет выглядеть так. От точки 1 до точки 2. До точки опять же 2 и возвращается в точку 1.
Это сечение по призме. А теперь сечение по конусу. Значит, начинаться оно будет вот здесь, идет на точку 3, потом 4, 5, 6, опять идет на точку 5, 4, 3, на точку 2 и заканчивается. Вот получилось наше сечение. Это все общее сечение. Ну, поэтому, наверное, что нужно сделать? Здесь разорвать вот эту линию. Вот так. Чтобы это было сечение общее. Так, построили. Теперь я вот эти линии связи, которые мы строили, удалю. Они нам уже не нужны. И вот эту линию связи. Ну, я воспользуюсь тем, что у меня здесь AutoCAD, поэтому я что сделаю? Скопирую вот этот вид, перенесу его сюда и перенес, потом его поверну. Поверну на 90 градусов. Вот так. Ну, в принципе, я делаю что? Да, то же самое, что обычно, когда мы точки переносим, да, только я делаю это немножко по-другому, да, немножко по-другому. Теперь выровняем и все. Теперь после этого построим линии связи. Нам нужно сначала построим контур, да, нашего объекта. Ну, для этого вот одна линия связи есть. Дальше проведем еще одну линию связи, что нам понадобится, и вот эту, да, линию связи. Потом проведем линию связи здесь и с этой стороны здесь. Так, ну конус он будет касаться краями, видите. Так, ну и все, больше нам ничего не нужно. Теперь мы построим то, что у нас получилось. Вот здесь будет у нас так. Так. Надо не забыть построить здесь ребро. И потом сам конус. Его вершина будет здесь, края будут его здесь. Все, построили третий вид. Это я уберу, чтобы мы не путали. Теперь построим все точки. Которые образуют наше сечение. Ну вот точка 2 она будет лежать здесь, точка 3 будет лежать вот здесь на линии связи. Точка 4 будет лежать вот здесь на линии связи. Точка 5 на этой линии связи. Точка 6 на этой линии связи. Построили. Теперь проведем же эти точки, построим линии связи вертикальные. Ну и давайте сначала на призме построим. Вот это у нас точка, получается 2 на призме. И вторую точку 2 на призме нам надо построить. Вот так. Сразу обозначим эти точки. Так, и точку 1 проведем еще линию связи. Вот так. И точку 1 тоже самое вот здесь обозначим. Так, 3 точки у нас есть. Теперь, ну, может быть, давайте их обозначим, чтобы потом мы к ним не возвращались. Значит, первая точка у нас будет, вот это, будет 2, проекция 3. Вот это будет 2, проекция 3, это будет 1, проекция 3.
Все, значит, эту подвинем поближе. Да, ну вот я вынесу дальше, сюда, поскольку тут будет само сечение идти. Вот так. Есть. Теперь это нам не нужно. Теперь построим дальше линии связи от точки 2, лежащей на конусе. То есть это вот тут, эта точка. И она будет вот тут у нас пересекать, в этом месте. Вот так. Значит, это тоже будет у нас точка 2. Есть. Теперь построим точку 3. Точка 3 у нас находится вот здесь. Точка 3. Так. И точка 3 вот в этом месте. Линия, которая горизонтальная, вот она здесь. Так. Итак. Теперь от точки 4. Точка 4 здесь. Вертикально вверх. И точка 4 здесь. Вертикально вверх. Так, не вертикально. Должна быть вертикально. Точка 4. Вертикально вверх. Ну, точка 4 у нас получается здесь. Она не лежит еще на образующей. Но она там близко-близко к ней находится. Так, теперь точка 5. Вот здесь она должна быть. Соответственно, строим. Так, точку 5. И вторая линия, точка 5. Построили. Теперь сами точки. 5, они лежат вот здесь. И дальше здесь. Так, ну и точка 6, очевидно, что она будет где лежать, вот в этом месте. Так, теперь осталось построить что? Соединить полученные линии. Вначале соединяем то, что у нас есть на призме. Так. Так и так. Дальше соединяем на конусе. Значит, первая, вторая точка, третья, это четвертая уже точка, пятая, шестая, опять пятая, четвертая, третья, вторая. Вот так. То же самое. Отрежем лишнее. Вот здесь. И вот это осталось у нас одно сечение. Ну, давайте обозначим мы точки на те, что у нас получились. Чтобы мы знали, где у них есть положение какое. Так, вот это будет шестая точка, проекция 3. Дальше это пятая проекция 3. Пятая проекция 3. Так, четвертая проекция 3. Четвертая проекция 3. Третья, я обозначу здесь. Третья проекция 3. Третья проекция 3. Вторая проекция 3. Вторая проекция 3. Ну и это тоже, да. Вторая 3. Вторая 3. И первая 3. Все, обозначили все точки. То есть первую часть мы сделали. Теперь осталось нам определить натуральную величину сечения. Значит, воспользуемся для этой цели методом замены плоскостей проекций.
И для этого построим новую плоскость так, чтобы она была параллельно вот этой плоскости, фронтально проецирующей. Тогда на этой плоскости сечение будет отображаться в натуральную величину. Что я делаю? Я вот смотрите, для этого выделяю вот это и все точки. Все точки. Выделил все точки. Затем копирую и переношу. Вот перенес ее сюда. Перенес сюда. И теперь вот с горизонтального вида я возьму расстояние до этих точек. Расстояние до этих точек. То есть я беру с этой плоскости проекции. А для эти расстояния будут у нас, вот, ну давайте их замерим. Вот эти расстояния до точки 2 это будет 7 миллиметров. 7 миллиметров, это 7 миллиметров будет у меня для призмы, для конуса, а для призмы это будет расстояние, вот оно, 15 миллиметров. Потом измерю здесь третья точка 16, потом 14 и пятая точка у меня 11. Так вот, теперь осталось только не запутаться, да? Вот это у меня первая точка. Вторая точка на призме, это расстояние будет вот это, да, большое, 15 миллиметров, да? 15. То есть я должен здесь провести перпендикуляр к этой линии, но длиной 15 миллиметров. Вот я его провел, и теперь я его вот сюда перенесу в эту точку. Не в эту, вот в эту. Вот в эту. И теперь его еще скопирую. Для того, чтобы с обратной стороны поставить. Так, есть. Вот эта точка первая, это вторая. И теперь соединим то, что у нас получилось. Вот так. И так. Теперь вторая точка, принадлежащая сечению конуса, 7 миллиметров. Поэтому я вот здесь отмерю вот сюда 7 миллиметров. И в обратную сторону тоже 7 миллиметров. 7 миллиметров. Чтобы мы не потеряли, я эти точки здесь отмечу. Вот тут где конец. 1 миллиметр. И здесь еще 1 миллиметр. Так, дальше. Это точка 1, 2, третья точка. Третья точка, вот она, 16 миллиметров. Значит, я строю отрезок перпендикулярно. Вот так. И длиной 16 миллиметров. Теперь я этот отрезок переношу вот сюда. И теперь я этот отрезок копирую с обратной стороны. Вот так. Теперь следующая точка, это 4, 5, 6. Четвертое расстояние 14 миллиметров. Перпендикуляр. 14 миллиметров. Теперь я его переношу вот сюда и его же копирую. Так, ну и пятая точка 11 миллиметров. Перпендикуляр. Вот сюда 11 миллиметров. И его также переношу.
и копирую. Вот так. Все готово. Значит, мы это можем выделить сейчас. Сделать это все красным цветом. Перейти на красный и изобразить то, что у нас получается. Значит, у нас должно идти сечение вот таким вот образом. Так. Так, и вот это мы можем, можем мы его так сделать. Укоротить. И это давить и укоротить. Вот. Вот все получилось сечение наше. Вот и все. Задача наша решена. Все полностью, что требовалось заданий, мы с вами выполнили.